Живопись моей родной природы, ник такой, Вячеслав, но это ж как ни крути, все равно это ваш бизнес, это деньги. Как будто вы без денег живете, да? Вообще вы ходите в магазин, платите за что-то. В цивилизованном мире это принято, если человек что-то делает для вас, все что угодно, булочку печет, разговаривает что-то, дает знания, то люди за это платят, потому что они видят, что они платят за результат труда, который им нужно это. Для чего угодно. Для развития, для обучения и так далее. Для того, чтобы съесть. Это нормальный, разумный обмен. Что вас напрягает? То, что я не знаю, уроки делаю, то, что я же не выпрашиваю здесь от вас донаты. Накопился какой-то опыт, я им делюсь. Мне нужно кормить близких, вообще жить на что-то. Это нормально. И это обмен, это гармоничный обмен энергиями. Я вкладываю, вы за это отдаете что-то. Если вы что-то где-то берете, булочку, например, не отдав за это, я не знаю, там 3 рубля, 10, 20, 100, то это воровство. Это вам обязательно вернется. Я не знаю, в виде чего. Может, какой-то болячки кто-то там вам напомнит, что ты не отдал. Ты взял, но не отдал. Это прерывание вот этого гармоничного обмена. Удивительно, что это приходится объяснять. Ну ладно, хорошо, пойдем дальше. Или там я сейчас выпустил 52-й урок. Один человек в Телеграме пишет: готовь деньги, 5000, не меньше. И что? Разве кто-то находит в себе возможность упрекнуть меня за то, что я делаю для вас, ну для кого-то, хорошо, не для того, кто упрекнул, для того, кому это нужно, и кто хочет и готов за это заплатить, как можно за это упрекать? Это же вклад моей энергии, это же знания, которые, я не знаю, 40 лет эти знания копились, систематизировались, сейчас даются. Почему это должно быть бесплатно? Галина Кравцова. А правда ли, что близорукие художники находятся в более выгодном положении? Им прищуриваться не надо, и это очень удобно. Нет, я думаю, неправда, потому что я много раз говорил, что есть некая синусоида внимания, взгляда. Не всегда мы смотрим вот так вот рассеянно, не в фокусе. Мы то в фокусе, то не в фокусе. То есть, когда не в фокусе, мы берем целостно большие массы. Но даже для того, чтобы замесить, наслаждаться, в конце концов, замесом на палитре, нужно фокусироваться на этом замесе. Тогда происходит наслаждение. Ты видишь цвет, который у тебя на кисточке, какие там цвета набраны, когда кладешь, ты тоже видишь. Если ты не видишь, что это все вслепую почти. Так что это колебание фокуса и не фокуса. Когда ты взял большие массы, вот тут-то надо фокусироваться, чтобы в деталях, например, разобрать, какие-то нюансы внести. Вася Иванов, натюрморт пишут для того, чтобы понять и научиться смешивать краски. Смешение красок – главная трудность в качественной живописи. В качественной живописи первая трудность – это видение, как я понимаю. И, собственно, на мастер-классах и на видеоуроках я не учу вас писать. Я учу, как замечать, как видеть, как разобраться в мотиве, на который вы смотрите. Очевидный холод там, и очевидное здесь тепло. Но почему-то, когда мы пишем, мы забываем про то, что холод с теплом даже одного тона работают. Это нужно просто конкретно проявить. И таких задач много. Поэтому натюрморт – это живопись, ради живописи, а не ради того, чтобы там научиться смешивать краски. То есть научился смешивать краски и перестал натюрморты писать. Да Коровин покупал цветы, как только видел, из-за того, что он не мог насмотреться на эту красоту цвета, сочетание цвета. Он ставил и сразу писал натюрморты. Это не принижение этого жанра в живописи, это восхищение. Что бы ты ни писал, это постоянно восхищение. С таким посылом ты, конечно, ориентирован на написание высококлассного произведения, шедевра. Ну а чего, зачем планку принижать? Что бы художник ни писал, он пишет композицию. Он пишет сочетание, игру цвета, цветов, пятен.
Да, об этом можно много-много говорить, но проникнуться этим, пропитаться этим, я не знаю как. Не знаю, что тут сказать. Наверное, можно только этим пропитаться, если ты очень сильно любишь живопись, жизнь, искусство. Наверное, так, а иначе как. Если смотреть на картины просто прагматически, но это не впечатление. Ты ничего сюда внутрь не возьмешь. Картина не чертеж, не набор правил и схем, как и жизнь, как и общение с человеком. Ну, принес он тебе, например, кофе в постель утром, значит, любит. Нет, не обязательно. Наверняка многие с этим сталкивались, что вы пишете, все вот правильно, все чрезмерно правильно, а вот жизни нет. Картина вас не заводит. Как она может завести кого-то? Значит, все сложнее, чем просто правила. Тысячи книг о композиции написано. И что? Гениальный художник нарушает эти правила, выходит за их пределы, и получается, это что же композиция, нарушение правил? Значит, что такое композиция тогда? Ну уж точно не правила. А вот все не одинаково, как нам профессор сказал в Строгановке. Если вы вынесете и будете применять это в жизни, вот эти два слова «все не одинаково», это равносильно того, что вы прошли 5 лет академии. Все не одинаково. Я запомнил это на всю жизнь, на первом курсе это было. А вот как начать писать и помнить, и применять это «все не одинаково», это очень сложно. Чем мы и занимаемся? На классах. Кстати, в Армении будет класс в апреле. Я скоро сделаю страничку, уже народ записывается. Это будет фантастический арт-тур. Мы уже обо всем договорились с организатором. Скоро я выложу информацию об этом классе на своем сайте. А пока предварительная затравка, чтобы вы готовились. В начале апреля, с 4, по-моему, по 11 апреля мы поедем в Армению писать горы. Пойдем к Мартиросу Сарьяну. Очень обширная будет программа. Достопримечательности, замки, дегустация вина, и пленеры, живопись, мастер-класс. Готовьтесь. Я выпускаю новое видео в своей онлайн-школе. Это совершенно просто пошаговая инструкция, что ли, где очень удобно видеть, как делаются замесы. Каждый замес не пройдет мимо вас. Все видно, как делается замес, почему, и объясняется каждый мазок, сочиняется композиция. И я довольно-таки долго пишу, это видео 1:40. Вот этот натюрморт, который я написал, он так писался. И уже он был, в принципе, через 40 минут. Его можно было оставить, но я продолжал дальше, потому что я искал новые решения. Новое, на мой взгляд, более выразительное, более интересное решение. И вот этот момент, когда ты неуспокоенный, счищаешь, переделываешь, ищешь какие-то варианты и вносишь в работу, в общем-то, серьезные изменения, добиваясь точности передачи тональных и цветовых отношений. Вот об этом этот урок. Все очень досконально разобрано. Очень рекомендую тем, кто смотрит мои уроки.